Привет! Меня зовут Рина, если вдруг мы еще не знакомы. Совсем недавно вышло аниме «Ателье колдовских колпаков», которое сейчас становится довольно популярным, особенно в иностранном комьюнити. Людей цепляет невероятный проработанный мир, сюжет, персонажи и просто нереальная анимация. И, как у большинства аниме, у «Ателье» есть первоисточник – манга. Я уже привыкла к тому, что очень часто бывает так, что рисовка в аниме очень красивая, а в манге оставляет желать лучшего. И каково же было мое удивление, когда я увидела, насколько красивая там рисовка, которая полностью соответствует сеттингу и сильнее погружает в историю. И тут я поверила в себя и подумала, а что если мне попробовать повторить этот невероятный стиль? Через мгновение после этой мысли я побежала сохранять рефы и анализировать стиль манги. После недолгих исследований я пришла к выводу, что у Камамы Сирахамы очень прокачан академ, и в особенности мне бросилось в глаза то, как невероятно она рисует складки. Проскинув мозгами, я поняла, что мой скилл немножко не дотягивает до этого уровня. И если с анатомией еще можно как-то поработать, то вот тема всяких драпировок для меня — это темный лес. Понимать я понимаю, как это все работает, знаю про точки натяжения и как вообще образуются складки, но этих знаний как будто недостаточно. Поэтому я приняла волевое решение перед тем, как пытаться что-то у кого-то скопировать, пойти и апгрейднуть свой скилл. Благо, далеко идти не надо, ведь у арт-комьюнити есть Александр Рышкин. Он что-то вроде бога в нашей религии, которому идут поклоняться все, кто хочет прокачать скилл в рисовании. Вооружившись стилусом, я принялась изучать и оттачивать свое мастерство владения складками. A few moments later. Как оказалось, у Рышкина было всего 2 видео на тему тканей и складок, в общей сложности на 20 минут. Либо я просто плохо искала. Мне этого было мало, поэтому из своего кармана я достала другой козырь. И принялась усердно читать, в надежде, что все сакральные знания и навыки проникнут в мой мозг и руки, и я стану мастером драпировки. Но, увы и ах, тут тоже ждал меня крах, так как про ткани была всего одна короткая глава. Поэтому я со скрипом на сердце осознала, что волшебного источника знаний нет, и мне придется сделать кучу стадиков с натуры, чтобы самой вдуплить, что к чему. Я собрала некоторое количество референсов юбок и плащей и принялась рисовать. Я старалась анализировать то, как появляются складки и как они друг на друга влияют. Но складки с рефов почему-то не нашептали мне на ухо, как они появляются, поэтому прям сильно понимания у меня не прибавилось. Так что мне нужно еще практиковаться и практиковаться. Еще плюсом к своему изучению складок я привыкала к штриховке в диджитале. И вот что я вам скажу, штриховать карандашом в 1000 раз удобнее. Здесь же мне приходилось довольно сильно запариться. Ну и в общем, наскетчила я пару стадиков и решила, что я достаточно впитала знаний и пора переходить к серьезным вещам. На самом деле мне просто не терпелось приступить к самому арту. Мне захотелось сделать арт, будто это обложка манги. Начала я со скетча. Изначально я хотела нарисовать 2 своих осок, но в процессе изменила это решение и оставила только одну. И это было мое лучшее решение. Я не знаю, сколько часов в сумме я потратила на этот арт, но поверьте, много. Этап лайна занял у меня колоссальное количество времени, и мне страшно представить, сколько бы я еще ковырялась, если бы рисовала 2 персонажа. Хотя, не буду врать, вначале мне даже понравилось лайнить эту работу, несмотря на то, что я очень не люблю лайн. Но постепенно я уставала от него все больше и больше, и ближе к концу уже делала все немного на отвале, лишь бы быстрее закончить, так как я не рассчитывала, что арт займет у меня так много времени и сил. Еще из грустного, ближе к середине работы я осознала, что я жестко прокололась, так как у меня слишком частая и мелкая штриховка по сравнению с артами колпаков. В процессе рисования я опиралась на понимание того, как штриховать карандашом, и только позже я осознала, что мангака-то рисует пером, и техника там вообще другая. Поэтому мне нужно было взять другую кисть и перерисовать все с нуля. Чего я делать не стала, с мыслями «и так сойдет», и просто продолжила делать то, что делается. Ведь главной моей целью было не списать точь-в-точь, а попробовать новый, непривычный для меня способ рисования. Хотя добиться схожести тоже входило в список моих планов, так что надеюсь, что хотя бы отдаленно я попала в стиль. Итак, сквозь боль и слезы я закончила лайнить.
и довольно быстро покрасила арт, так как Камоми Сирахама использует довольно простую акварельную заливку. Но тут дело подошло к фону, который я решила делать не таким детальным, как у мангаки, и, что хуже, к орнаментам по углам обложек. А я, вот честно, вообще не умею рисовать подобное и даже примерно не понимаю, как сделать это так аккуратно и замудренно. Сначала я хотела пойти самым простым путем — обвести эти узоры с оригинальной обложки, но быстро отказалась от этой идеи, так как это было бы максимально нечестно. Потом я попыталась от балды сделать что-то похожее на узоры, но и от этой идеи я отказалась, так как выходило все крайне стрёмно. В итоге я решила просто ставить желтые треугольнички, которые как бы намекают на то, что там вообще-то должны быть узоры. Не горжусь этим решением, но еще дольше сидеть над ртом у меня уже не было сил. Ну и, собственно, на этом арт готов. Что я могу сказать? Я рада, что попробовала, хотя это оказалось для меня серьезным челленджем. Результатом я довольна 50-50, но это, скорее всего, из-за моих собственных завышенных ожиданий. Плюс я еще раз убедилась в том, что скопировать чей-то стиль просто невозможно, так как в итоге выйдет просто пародия на него, и все потому, что мы мыслим и рисуем по-разному. Поэтому даже когда мы копируем чужой стиль, мы выносим что-то из своего. Пусть это послужит напоминанием тем художникам, которые считают, что у них нет стиля. Он есть, просто вы его еще не увидели. Ну, не буду разводить тираду на тему стиля, это разговор для отдельного видео. Как вы думаете, у меня получилось попасть в стиль манги «Ателье колдовских колпаков»? И если вы уже смотрели это аниме или, может, читали мангу, напишите, пожалуйста, под видео, что вы о нем думаете. Мне будет очень интересно почитать. И сейчас я ненавязчиво напоминаю, что если вам понравилось видео, вы можете поставить ему лайк. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а на этом видео подошло к концу. Пока-пока!